Да, друзья мои, мир постоянно меняется, а вместе с ним реформируется международная финансовая система. Проходят десятки лет, после чего рынок внезапно меняет правила игры и вынуждает всех его участников подстраиваться под новые реалии. Сейчас мы с вами живем в эпоху больших перемен. Но не вдаваясь во все эти скучные перипетии глобальной политики, можно уже сейчас с уверенностью сказать, что в ближайшем будущем сфера финансов сильно поменяется. Сказать, что будет завтра, довольно сложная задача для большинства людей, но зато мы с вами можем прекрасно разобраться в прошлом. Мало кто из новичков в курсе, но еще 70 лет назад торговля на бирже была не совсем такой, какой мы привыкли видеть ее сегодня. Более того, она успела несколько раз кардинально измениться за последние столетия. В своих роликах я часто делюсь с вами прикладными навыками, однако знать матчасть также важно для тех, кто претендует на звание профессионального трейдера. И сегодня мы поговорим об истории создания и развития нашей валютной системы. Только один этот ролик даст вам полное понимание картины в целом и в каком-то смысле даже подготовит вас к будущему. Чтобы мой рассказ было интереснее слушать, параллельно мы протестируем интересную торговую стратегию, состоящую из зигзага, из канала Кёртнера и осциллятора RCI. Постараюсь увеличить свой стартовый депозит в размере $10, надеюсь, в сотни раз. Одновременно буду рассказывать про интереснейшие события из международной торговли прошлого. Будет мега полезно, познавательно, наглядно, поэтому присаживайтесь поудобнее, смотрите до конца, ну и мы начинаем. Ну а начнем мы с вами, пожалуй, со знакомства с сегодняшним набором индикаторов. Одну из главных ролей сегодня играет для меня зигзаг. Он со стандартными настройками. Номером 2 выступает канал Кёртнера. Здесь есть парочка нюансов. Обратите внимание, EMA период 24. Также я изменил цвет самого индикатора, чтобы он был лучше виден на графике. И также еще у нас RCI обыкновенный, без изменений, 14 период. Будем сегодня использовать его для подтверждения в самых различных ситуациях. Что ж, теперь стоит уточнить, как будем мы открывать сделки, на что будем обратить внимание. Смотрите, в первую очередь нас интересует продолжительное движение в рамках определенных трендов. Особое внимание будем обращать на пробитие канала Кёртнера, также на пересечение зон, который подсвечивает зигзаг, ну и, конечно же, возврат внутрь полос Кёртнера. Это всегда сильный сигнал для открытия позиции. Я показал вам базис, теперь самое время перейти к его реальной практической реализации. Поехали. Вполне себе неплохая сделка, можно открываться в шорт. Я в позиции, давайте объясню, почему сделал именно так. Довольно все просто на самом деле. Мы наблюдаем отскок от нижней части канала, потом еще один уже вниз. Нет причин не сомневаться или сомневаться в дальнейшем падении цены хотя бы до границы нижней канала Кёртнера, до зоны поддержки. Итак, давайте начну свой ликбез по истории мировой торговли. Все мы знаем, что в свое время балом заправляло золото. Этот платежный метод был в ходу еще в очень древние времена, так скажем, в лохматые. Впрочем, рынки стали глобальными отнюдь не сразу. Это случилось уже во второй половине 19 века. В ту эпоху крупнейшие страны мира договорились о том, что единственным платежным средством будет являться золото. И именно так началась эпоха золотомонетного стандарта. В те времена все продавали, покупали за счет драгметалла. Это казалось нормальным, и как бы обычные товары, все остальное, экспорт, возможно, как бы все услуги. Моя первая сделка, кстати, в плюсе, прекрасно. Продолжаем торговать дальше на других парах. Поехали. Друзья мои, скажу вам не тая, хотя вы, наверное, и сами в курсе, в интернете слишком много устаревшей информации, сомнительных мнений, откровенных провокаций. Они так и стремятся запутать новичков в биржевой торговле. Поэтому стоит соблюдать определенную информационную гигиену. Где читать нужное и актуальное? Скажу вам так, просто доверяйте авторитетам. Скромно, но вполне уверенно запишу себя в их число. Так что подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на него в описании к этому ролику. Там вы будете получать самые важные постулаты трейдинга, торговые идеи, принципы успешного анализа рынка и просто мои мысли, которые касаются биржи, но не только. Всего один источник полностью закроет всю вашу потребность в новых знаниях и сделает процесс изучения этой ниши невероятно интересным. Друзья, я для этого делаю максимально все возможное.
Также предлагаю вам совместить приятное с полезным, принять участие в моих торговых марафонах, которые проводятся на моем канале абсолютно регулярно. Мы начинаем по вечерам, в будние дни и стабильно увеличиваем наш торговый депозит со 100 долларов до 5000 баксов. Звучит как мечта, понимаю, но все возможно, если вы работаете с настоящим профи. Схема сотрудничества очень проста. Мы находимся на связи, я предоставляю своим подписчикам торговые сигналы в режиме реального времени. Вам остается их копировать в собственном торговом терминале и зарабатывать. Все очень просто и крайне эффективно. Если вас мучают сомнения, заходите ко мне на канал, там есть отзывы моих участников, уже постоянных, которые регулярно принимают свое участие в моих торговых марафонах и зарабатывают за счет этого на свою жизнь. Заходите, изучайте, пишите мне в личку, я всегда для связи, открыт, рад вашим сообщениям. Ну а пока давайте вернемся к сегодняшней торговой сессии. Что ж, хорошая точка входа на графике фунт к доллару, вхожу в сделку шорт и объясняю, почему сделал именно так. Здесь все элементарно, смотрите, очередной откат от верхней части канала Кёльтнер, поэтому мы просто ждем падения цены вниз. Вот и все. Пока есть время, вернемся к нашей теме. Итак, золотой стандарт. Кстати, странно, но очень многие ныне живущие воспринимают эту систему как самое лучшее время мировой финансовой системы. Конечно же, это не так, это все ошибки. У этого времени были плюсы, но было два существенных изъяна. Во-первых, золотой стандарт делал страны неравными на рынке. У кого больше запасов драгметалла, тот и может позволить себе покупать чужие товары. А во-вторых, друзья, золото это не бесконечный ресурс, как вы все прекрасно знаете. С каждым годом товарооборот между странами рос, и в конечном итоге он просто превысил общий запас золота на планете. А случилось это в Первую мировую войну. Именно в этот момент и начался кризис золотого стандарта. Мы тем временем закрываем вторую сделку в плюс. Пока что останемся на этом же графике. Вижу небольшой потенциал. Итак, что же случилось с миром? Из-за нехватки золота его перестали обменивать на банкноты. Выпуск самих бумаг увеличили при этом. Это привело к тому, что золото как бы исчезло из экономики. То есть его использовали государства как свой запас, но простые смертные уже не могли свободно менять его на купюры, которые фактически служили распиской о праве собственности золота. С этим нужно было что-то делать, поэтому сразу после Первой мировой войны состоялась Генуэзская конференция и система была модернизирована. Теперь помимо золота общим эквивалентом обмена стали выступать фунты стерлингов и доллары США. Саму систему стали называть золотодевизной. Поначалу все шло неплохо. Открываю еще один контракт также в шорт. Давайте посмотрим, что получится. Так вот, изначально система работала, но в итоге, конечно же, вышло все из-под контроля. Проблемой оказалась девальвация фунта из-за Второй мировой войны. Фунт на тот момент был очень сильным. С этим нужно было что-то делать. То есть фунт практически претендовал на роль универсального платежного средства по всему миру. При этом в момент войны она полностью обесценилась и потеряла свои позиции. Иными словами, она просто стала лишней в международной системе торговли. Поэтому отказ от фунта являлся лишь, так скажем, вопросом времени. Так и случилось в 1944 году. В американском местечке Бреттон-Вуд собрались верхушки мира сего, и они должны были решить, что из себя будет представлять валютная система сразу же после окончания Второй мировой войны. В этот момент она начала принимать известные нам очертания. Кстати, третья сделка в плюсе. Я думаю, что мы продолжим следить за этим же графиком. Вполне вероятно, что через минуту откроемся еще раз. Итак, что решили главы всех стран мира сего? Международной расчетной валютой признали доллар. Все остальные деньги стали к нему привязаны. Стоимостью доллара оставалась фикса. 35 долларов можно было обменять на тройскую унцию золота. При необходимости страны-участницы могли конвертировать баксы в драгметалл по запросу. Иными словами, американская валюта стала международным способом платежа. Статус этот признавался по одной простой причине. Доллар можно было обменять на золото по фиксированному курсу. Фикса, все. Получается, что американская валюта выступила в такой своеобразной прокладкой.
страны признавали и ценили золото, но рассчитывались бумагой, которая просто приравнивалась к его стоимости. Вот. Обращаю ваше внимание, еще одна сделка на понижение. Вход на ожидание дальнейшего снижения после пробоя центрального канала Кёльтнера. Рядовая ситуация. Все. Кстати, при Бреттон-Вудской системе был создан МВФ. С его помощью страны могли делиться финансовой взаимопомощью. Стоит понимать специфику того времени. Доллар стал главной валютой не просто так. США были единственной страной, чья экономика не была разрушена после Второй мировой войны. Америка процветала, чего нельзя сказать о Европе. Большая часть цивилизации после Второй мировой лежала в руинах, ребят. Естественно, единственной потребностью людей была стабильность, и США на тот момент могли ее дать. Они предоставили свободный обмен доллара на золото. Ни одна страна в мире в тот момент не могла позволить себе подобного, поэтому все просто взяли, и согласились. Других вариантов нет. Очередная сделка в плюс. Я рассчитываю на еще одну позицию, также шорт в том же графике. У нас есть все шансы, давайте чуть подождем. В общем, как вы догадались, эта система также жила недолго. Опять сбой произошел из-за кризиса, на этот раз уже чисто экономического. В 1967 году бушевала инфляция, и США пытались покрыть дефицит платежного баланса, просто печатая больше банкнот, из-за чего возник в мире избыток долларов. То есть падала как реальная стоимость валюты, так и стоимость золота, которым она обеспечивалась. Некоторые страны пользовались ситуацией и просили обменять доллары на драгметалл по фикс-курсу, который был уже до этого. Иными словами, из США начали просто выкачивать золото в огромных масштабах, а им было просто деваться некуда. Но такие условия, конечно, мало кого бы устроили, поэтому началось активное обсуждение перспектив дальнейшего реформирования. Еще одна сделка в шорт. Ждем дальнейшего снижения, пока есть время, договорю окончание Бреттон-Вуда. Смотрите. Систему добила, в принципе, Вьетнамская война. И США сами вышли из этого договора. Америка просто перестала отвечать по своим же обязательствам обмена долларов на золото. Поэтому все, так скажем, прошлые правила просто потеряли свою актуальность. Кто-то может предположить, что Соединенные Штаты потерпели фиаско и не справились, однако все мы знаем, что в действительности и по сей день мир зависит от доллара. На самом деле Америка только выиграла же от краха своей системы. На ее руинах родилось новое соглашение уже, которое существует по сей день. Данная международная валютная система известна как Ямайская, так как она была сформирована на одноименном острове в Карибском бассейне. Между тем, я снова в плюсе. Давайте, наверное, с этой парой закончим. Какой-то пробой не сильно интересный. Продолжим на других валютных парах. Погнали. Чудесная ситуация. Вижу отличную точку входа. Швейцарский франк, японская иена уже в сделке лонг на основании отскока от центральной линии канала Кёльтнера на ожидании дальнейшего роста. Вернемся к нашей теме, друзья. Как же устроена сегодняшняя валютная система? Смотрите, теперь курсы валют устанавливает не государство, а рынок. Поэтому они являются плавающими, а не фиксированными, как раньше. Золотой стандарт больше не актуален. Регуляторы разных стран могут покупать драгметалл как просто простой товар по рыночным ценам. Вот и все. Еще одно отличие действующей системы от прежних – это введенный стандарт SDR. То есть специальных прав взаимствования. Это такие, в общем, деньги мира, с помощью которых можно сформировать валютные отношения. На практике штука сомнительная, честно вам скажу. На самом деле все до сих пор решает доллар. А еще глобальная политика. Отношения между странами и другие вещи, которые у меня не вызывают никакого абсолютно интереса. Слегка заговорился. 6-я сделка в ряд. Продолжу искать точки входа на других валютных парах. Погнали. Да, буду входить на евро к фунту. Прямо сейчас открываю лонг. Да, ребят, лонг. Давайте объясню, почему изменил свое решение. Движение цены имеет явно восходящий характер. Казалось бы, вход на красной свече, но ведь она касается линии тренда. Это просто отскок, не более того.
Ждем закрытия сделки и продолжаем наше обсуждение. Да. Так вот, как же выиграли США? Дело в том, что крах Бреттон-Вудской системы нисколько не снизил международный престиж доллара. Напротив, все условия рынка продиктовали необходимость отказа от золота. Этот металл просто перестал быть кому-то нужен, кроме как на часах, я не знаю. Иными словами, за 100 лет США добились того, что заменили своей национальной валютой золото. А ведь этот драгметалл был в ходу тысячелетия в мире. Почему все приняли доллар? Потому что он надежен, так как надежна экономика США. И теперь ей все простить. Еще одна сделка в плюсе, друзья. $508 на балансе. Перехожу к поиску следующей. Поехали. Весьма неплохо. Все внимание на график австралийского доллара к доллару США. Вхожу в лонг и сейчас покажу вам логику. Что мы видим с вами на графике? А видим мы занятную структуру, которая называется консолидация. Цена слегка отросла, начала плотно торговаться в узком диапазоне. Все указывает на то, что котировка так или иначе нацелена вверх. Именно поэтому мы с вами в сделке. Возвращаясь к нашей валютной системе. Вы, наверное, слышали про американский госдолг. Конечно, все про него слышали. Задумывались ли вы о том, почему никого не смущает, что он растет и растет? Почему кредиторы не требуют свои деньги взад? Понимаете, да? Потому что вся экономика стоит на долларах. Вкладчики получают свои выплаты в той же валюте и тратят ее на свои нужды. То есть фактически госдолг США отражает не ужасную наглость, а неэффективность торговой системы США. Он показывает рост общемирового товарооборота. Отлично, сделка в плюсе, друзья. Мы продолжаем торговать дальше. Пока я вижу смысл остаться на том же графике, очень вероятно, что здесь нам удастся открыть еще одну сделку. Давайте подождем. Итак, мы живем в мире, где все завязано на США, все пользуются долларом, всех это устраивает. Эта валюта действительно напечатывается новыми купюрами без остановки, а долг все растет и растет. Но чем же подкреплена вера в доллар? Почему он такой устойчивый? Здесь есть парадокс. Доллар устойчив, потому что в него все верят. В него все верят, потому что он устойчив. Вот такой замкнутый круг. США это на самом деле мощная страна с огромными возможностями, и ей это обеспечивает положение в текущей финансовой системе. Вот и все. Одновременно с этим она занимает это место из-за того еще, что является достойным такой роли, сильным государством, понимаете, да? Это статус-кво. Открываю еще одну сделку в лонг. Здесь мы ждем дальнейший рост. Как я и сказал, был пробой, прекрасно. Теперь можно немного порассуждать о будущем. Смотрите, история нас учит тому, что ничего в жизни не вечно. И, вероятно, ямайская система, которая действует сейчас, тоже когда-то изменится. Это может случиться через 5 лет, может через 50 лет. Давать прогнозы здесь опрометчиво с нашей стороны. Но стоит понимать, что мир сильно изменился уже с того времени, когда ямайская система начала свою работу. Нищие страны третьего мира стали влиятельными экономиками, с которыми уже сейчас стоит считаться. Это факт. Имеется некий запрос на справедливость, так как некоторые страны считают, что США занимают свою должность, так скажем, незаслуженно. Я не буду давать оценки происходящему, однако тот факт, что ямайская система работает, это факт. Вот эта структура, в которой есть один основатель и множество просто довольных партнеров. Вот и все. Стоит ли это менять, решать не мне уж точно и не нам, а более серьезным людям в этом мире. 9-я сделка в плюс, друзья. Уже начинаю поиск, наверное, последней точки входа на сегодня. На этом буду завершать свой разгон. Поехали. Немного погодя, все же вернулся к тому же графику. Прямо сейчас открываю сделку в шорт. Давайте прокомментирую свой анализ. Крайняя сделка на сегодня. Сразу как-то все неоднозначно. Ладно. В общем, что я заметил? У нас идет проторговка внутри диапазона. При этом цена отскочила от верхней границы. И я вижу вот этот уровень, который еще не достигнут. Значит, по моему мнению, стоит ждать дальнейшего снижения. Хотя, может быть, я ошибся. Ладно, надеемся на лучшее. Пока есть время, я подведу итоги. Друзья, финансовая система меняется вместе с миром. И кажется, что она всегда стремится к решению предыдущих проблем. По крайней мере, я в это очень сильно верю. Вполне возможно, что в ближайшем будущем нас ждут очередные реформы. Может быть, все страны приравняются к криптовалютам, создадут что-то новое, универсальное, независимое
какое-нибудь средство расчета, которое будет признавать абсолютно вся планета. Будет круто. Знать мы не можем, но зато всегда мы с вами можем быть уверены в том, что принципы трейдинга, анализа здесь не изменятся. Поэтому мы сможем зарабатывать и дальше. Супер, друзья! Сделка закрывается в плюс на последних секундах. Это $2615. Прекрасно, цель выполнена. Давайте на этом, наверное, подведем итоги сегодняшней торговой сессии. Ну что, дамы и господа, как вам результат? За пару часов я увеличил стартовый депозит в 260 раз и попутно рассказал вам про основные стадии развития мировой валютной системы. Теперь вы сможете говорить об этом во время светской беседы и вообще в целом лучше понимать, что собой представляет глобальная экономика. Думаю, что моя торговая стратегия из 3 индикаторов также приведется по вкусу многим моим зрителям. Используйте ее в чистом виде, можете модернизировать по собственному усмотрению. Главное, чтобы у вас все получалось на длинной дистанции. Кстати, друзья, небольшая просьба за мои труды. Пожалуйста, всегда ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал, если почему-то до сих пор этого еще не сделали. Любая абсолютно ваша активность является для меня мотиватором выпускать новые и более качественные ролики. Также я буду счастлив, если вы оставите комментарий под этим видео, пишите мысли. Я всегда ценю и читаю обратную связь, стараюсь учитывать все ваши мнения в будущих роликах. Теперь точно все, друзья. С вами прощаюсь. Вам побольше добра, профита, мирного неба над головой. До скорых встреч на моем канале. Всем пока.